Как вы думаете, сколько длится ваша любимая песня? Не просто любимая, а может быть великая. Может быть 3,5 минуты, как Heroes Дэвида Боуи. Или может быть меньше 2 минут, как Fell in Love with a Girl группы The White Stripes. Или может быть сильно больше 10 минут, как The End Джима Моррисона и его группы The Doors. Но может ли быть великой, легендарной песня, которая длится немногим больше секунды? Кстати, немногим больше секунды вам может понадобиться, чтобы подписаться на этот канал, включить уведомления о новых видео и не забывайте поставить лайк, если вам понравится это видео. На этой неделе было выпущено, наверное, одно из самых необычных живых выступлений в современной истории. В студии радио NPR в рамках серии концертов Tiny Desk выступила группа Napalm Death. Пока я записываю этот ролик, количество просмотров почти перевалило за 1 000 000, а комментарии полны благодарности. Кто бы ни позвал их легенда. Вы не понимаете, насколько это эпично. Лучшее использование денег из бюджета. Дело в контрасте. Бренд Tiny Desk популярен среди любителей музыки тем, что это очень камерные, акустические выступления артистов. Особого эффекта получается добиться и тем, что маленький уголок в офисе NPR будто бы уравнивает артистов любого уровня, жанра и происхождения. В рамках Tiny Desk могут выступать и современные звезды поп-музыки типа Билли Айлиш, и, например, нижегородский пианист Даниил Трифонов. Или легенда, фронтмен Led Zeppelin Роберт Плант и киевская фолк-группа Даха Браха. Но чего в Tiny Desk мало, так это представителей более тяжелых жанров. Хардкора и металла в частности. Это обусловлено парой факторов. Во-первых, эти жанры сами по себе не так популярны и часто не выходят за пределы собственных ниш. Во-вторых, агрессия, которая часто сопровождает эти тяжелые жанры, она как будто бы не очень уместна в формате камерных акустических концертов на Tiny Desk. Последние годы эта ситуация стала меняться. 3 года назад в Tiny Desk появилась американская хэви-метал группа Gwar. А в прошлом году концерт в офисном углу дали Turnstile, недавние лауреаты Грэмми, которые начинали свой путь как хардкор-банда из грязных и душных подвалов Балтимора. Вот как их встретили зрители на последней песне. Вернемся к Napalm Death. Это британская группа, появившаяся еще в 80-е годы, которая играет в жанре grindcore. Не вдаваясь в подробности, я воспользуюсь репликой актера Джима Керри, который описывает творчество этой группы. And it's so hilarious. I mean, I listened to this album, I started listening to this album, and it was literally, I'm not exaggerating, that was it. Но мне еще нравится, как Джим Керри невольно описывает примерно всю суть контраста выступления Napalm Death на Tiny Desk. От ламповой акустической музыки к агрессивно орущим людям. You don't bring me flowers. Завершает же выступление Napalm Death трек You Suffer. Давайте его послушаем. Good night, thank you. Давайте еще раз. И давайте последний раз, время у нас есть. Good night, thank you. Песня You Suffer длится чуть больше секунды. Если быть точным, то 1 секунду и 316 тысячных. Эта песня занесена в книгу рекордов Гиннессов как самая короткая в истории. Более того, это легендарная, великая песня. Люди поют ее в караоке. На нее делают каверы, в том числе и финская группа Him. Вот их фронтмен Вилли Вала тратит больше времени на представление песни, нежели на ее исполнение.
You Suffer, it's dedicated to all the ladies in the house. Thank you very much, good night. Бывший лидер партии лейбористов Эд Милибенд пробовал спеть ее на радио. You're all right! No, more throats. Definitely more throats. А в 5-м сезоне сериала «Кремниевая долина» песня даже служит одному из героев Гилфойлу в качестве оповещения о падении цены биткоина. Песня «Ты страдаешь» группы Napalm Death. Да, это вся песня? В секунду длиной? Это уведомление. Ясно. И как часто это будет происходить? У биткоина нестабильный курс. Поэтому Вы можете спросить, да где же тут величие? Где здесь вообще песня? И это правильные вопросы, на которые у меня есть ответы. Для начала слова песни. В секунду вокалист Барни Гринвей умудряется произнести «You suffer, but why?», что переводится как «Ты страдаешь, но зачем?». Истошный крик содержит в себе нетипичную глубину, которую вряд ли кто-то ожидает от метал-группы. В 2023 году на сайте The Quietus, где часто публикуются интеллектуальные, местами, возможно, заумные эссе, вышла колонка журналиста и писателя Бенджамина Майерса о песне «You Suffer». В своей статье он пишет о том, что при внешней небрежности эта песня – сильное авангардное высказывание. Цитата. «You Suffer» возможно, самый емкий пример современного искусства, который показывает творческое стремление человека вопреки насмешкам и, к тому же, предсказала мировую эпидемию тревожности, идеально передав ощущение панической атаки. В этом смысле оно так же важно и сильно, как и картина «Крик» Эдварда Мунка. Я рекомендую вам посмотреть полностью выступление Napalm Death на Tiny Desk, потому что кроме самой короткой песни в истории, они говорят там много правильных слов. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на мой канал и на мои соцсети, которые есть в описании этого ролика. До скорого!